Овны, мои хорошие, я вас приветствую. Меня зовут Ева Лехцер, и мы с вами смотрим ваш таро-прогноз на декабрь 2024 года. Оценим события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в рамках этого периода, и в целом посмотрим, каковы энергии откроют вам зимний период. Будем приступать с вами к раскладу, но прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить каждого из вас за ваш вклад в развитие канала, за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, за то, что вы подписываетесь на канал и делитесь видео с друзьями. Искренне вас благодарю. Это, в свою очередь, мотивирует меня делать больше качественного контента для вас. Итак, мы с вами приступаем. Декабрь. Что же он вам приготовит? Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Все арканы я буду вам подносить, то есть все будет хорошо видно, поэтому не переживайте, все сможете лицезреть. Итак, основные энергии. У вас здесь ложится аркан Луна. По Луне, как правило, это ситуация, когда могут в чем-то вас беспокоить, какие-то переживания относительно будущего, неизвестности или тех возможностей, которые перед вами будут открываться. В особенности, если это касается каких-то начинаний, новых дел, новых перспектив. Мы с вами оценим дно колоды, и здесь 8 чаш. Итак, у некоторых переживания могут быть относительно поездок, путешествий, переездов, смены места жительства или адаптации на новом месте. Для кого-то это ситуация, когда вы будете прорабатывать или бороться с вопросами апатии, хандры, бессонницы, или ситуация, когда вы истощены эмоционально. Я сейчас специально уточню аркан Луна, и вот здесь эти переживания и страхи будут сопряжены для кого-то с деньгами, потому что здесь, как мы видим, туз монет. И эта ситуация или увеличение дохода, или поиска новых источников заработка, а для кого-то правильных вложений. Но еще, помимо всего прочего, если для кого-то здесь может отыграться вопрос незапланированной беременности, потому что в связке 2 аркана могут давать такую интерпретацию, то дно колоды 8 чаш – это как принять текущее положение вещей, что со всем этим делать, и как следствие, как это повлияет на вашу жизнь. Смотрим вопросы работы. И здесь 5 жезлов. Ситуация, когда вы будете конкурентоспособны, потому что здесь бороться за свое место под солнцем. Это отстаивать свои права перед руководством. Это ситуация, когда вы можете бороться с коллегами за вакансию, за место или за новые проекты, за новые перспективы. Поэтому здесь будете прикладывать максимум усилий. Естественно, что не каждый из вас работает или работает в найме. Мы сейчас будем раскрывать ситуацию для разных социальных слоев, чтобы мы могли посмотреть, как отозвется этот период именно для вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать по ряду причин не может. То есть неработающие пенсионеры, мамы в декрете или неработающие студенты. Здесь для вас 2 жезлов. Как я говорила, это поиск дополнительных инвестиций. Например, вы можете получать пенсию, или можете параллельно еще для себя искать перспективы получения субсидий, дотаций или каких-то компенсаций, то есть иные социальные выплаты и льготы, за которые вы будете бороться, чтобы вам это позволило улучшить ваше финансовое положение, улучшить текущую ситуацию. Если же вы у нас являетесь соискателем, то 5 жезлов и рыцарь мечей – это ситуация, когда нужно действовать нестандартно, нетривиально. И если вы хотите выбрать вакансию, нужно, так сказать, идти ва-банк. Только в этом случае по 2 чаш перед вами откроются шикарные перспективы. То есть не нужно где-то пасовать или бояться, знаете, как показаться, как не то чтобы неадекватным, а слишком напористыми. Вы все равно в этом случае ничего не теряете. Поймите, если вас хотят принять на работу, вас примут и так. Но так вы можете себя проявить с лучшей стороны и показать, что вы в большей степени заслуживаете эту вакансию, нежели ваши конкуренты. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, здесь 6 монет. А вот здесь месяц бонусов, получения подарков, бенефитов, для вас новых возможностей. То есть период, когда вы будете получать
Дополнительные выплаты. Здесь не только речь о 13-й заработной плате, если кто-то получает такой бонус. Это ситуация индексация заработной платы. Получение может быть просто каких-то подарков или бонусов от предприятия. Как вам, допустим, так и вашим детям. Помимо корпоративов, это может быть как дополнительный отдых или отпуск в каком-то месте. То, что компания профинансирует. Но в любом случае для вас это все раскрывается в положительном ключе. Если вы владеете собственным делом, то король чаш– это ситуация, когда, во-первых, вы оттачиваете свои навыки, свое мастерство, потому что здесь это в первую очередь быть лучшим в своей нише, потому что данный аркан– это сигнификатор профессионала. Ну и, конечно же, кто-то из вас может привлекать штатного психолога к себе в команду для того, чтобы стабилизировать эмоциональный дух вашего коллектива. Еще по королю чаш это может быть новый бизнес-партнер, но тогда здесь будут сопряжены ваши переживания и страхи. А сможет ли этот новый человек принести вам достойный заработок, достойную прибыль? Но что такое король чаш? Это прислушиваться к своей интуиции, это верить себе, своим ощущениям, своим чаяниям или своей прогностике, так или иначе. Потому что ни для кого не секрет, что люди бизнеса– это те же самые эзотерики, просто у них их эзотерические качества, они ушли в нишу бизнеса. То есть, когда, знаете, есть чутье на деньги. Хорошо, мы с вами посмотрим и проанализируем ваш финансовый план. По финансам паж монет. Здесь деньги приходят хорошо, в особенности, если специфика вашей работы или вашей организации позволяет обучать студентов, учеников, или там вы проводите какие-то курсы, потому что здесь интенсивно и много зарабатывать на тех людях, которые вы обучаете. Опять же, кто-то из вас также может вкладывать деньги в свое обучение или обучение своих детей. И в целом здесь очень много будет трат, сопряженных так или иначе с обучением в целом. Например, это могут быть дополнительные кружки, секции. Это ситуация, когда вы можете вкладываться в более, дорогих тренеров, педагогов, репетиторов. То есть это, знаете, заложить базу в себя и в своих детей. Но финансы здесь есть. Самое главное, вы позволяете эта ситуация вам не только закрыть ваши базовые потребности, но и, конечно же, позволять себе больше. То, что касается вопросов состояния здоровья. Король жезлов. Для мужчин это ваша карта-сигнификатор. Она говорит о том, что, в принципе, уделите себе внимание. И в первую очередь это на сохранение вашего ресурса, энергии. То есть постарайтесь больше отдыхать, заниматься теми видами спорта, которые восполняют ваш уровень энергии, приносят какую-то радость, отдых, мотивацию. Для девушек и женщин, опять же, перепроверяем ситуацию, связанную с либидо, с репродуктивной вашей системой. То есть кому-то может быть необходимо проверить вопросы гормонального фона. Во всем остальном король жезлов на самом деле это хорошее самочувствие и ментальное, и физическое, эмоциональное. Безусловно, кого-то будет здесь беспокоить или волновать тот факт, что все-таки это жезловая масть, есть риск вопросов воспалительных реакций, но по двойке монет эта ситуация характерна будет для тех, у кого в хронической фазе находятся вопросы почек или болезни почек. Личная жизнь. Что здесь? По двойке мечей. Итак, для кого-то, обратите внимание здесь на прорисовки, она здесь не закрывает глаза. И мечи, они у нее упираются в землю. Соответственно, для себя в какой-то степени создать баланс, распределение, допустим, личной жизни и работы, или личной жизни, каких-то ваших других забот, дел или планов, которые стоят перед вами. Это ситуация, когда вы не закрываетесь от проблем, а вы ищете способы и решения этих ситуаций, потому что помимо плана А у вас всегда есть план Б. Новые возможности и новые перспективы. Для каждого из вас карта прозвучит по-своему. Мы сейчас с вами посмотрим, проанализируем, как она будет звучать для тех, кто на данном этапе у нас с вами свободен. По Солнцу. По Солнцу, даже если вы в какой-то степени, может быть, не ждали или не чаяли новых отношений или не стремились к ним, но, тем не менее, новые эмоции вас накроют, потому что данная карта говорит о том, что вот вы убираете, так сказать, оборону, вы перестаете закрываться. Здесь по ситуации это не просто стремление выстроить отношения, но это ситуация, когда вы будете готовы принимать чью-то любовь, чьи-то чувства, чьи-то эмоции.
Если же вы у нас в любовных треугольниках, здесь двойка мечей, аркан дурак. Для кого-то, если вы инициатор любовного треугольника, это определиться с выбором, то есть с кем вы будете строить отношения. А для тех, кто, допустим, инициатором не являлся, ну, так сказать, попал в эту мясорубку, может быть, цель, желание, стремление вообще начать с чистого листа, уйти в новое, в новую жизнь, в новый союз, в новые отношения, потому что здесь по колесу фортуны для вас будут судьбоносные перемены, значимые, знаковые и, знаете, как те, которые принесут много радости, счастья и возможностей. И если же вы в стабильных союзах, что здесь? Десятка мечей – это окончание прежнего цикла жизни. Для кого-то, если отношения действительно у вас подходили к разрыву или к разводу, то есть вы уже для себя это твердо решили до декабря, то в декабре вы можете просто инициировать эту ситуацию и, знаете, как развестись, чтобы в Новый год, так сказать, полностью обнулиться и начать жизнь с чистого листа. Для тех же, у кого все в порядке, здесь двойка мечей и аркан повешенный. Это перестать быть в статусе жертвы. Это ситуация, когда не жертвовать собой или своими приоритетами или личными границами ради партнера или партнерши. Поэтому десятка мечей – это ситуация, что не будет так, как прежде. То есть вы научитесь отстаивать свои интересы. Совет от карт. Здесь по королю монет. Это ситуация, когда в вашей жизни может появиться человек земной стихии, телец, дева или козерог. Причем человек, который может чему-то обучать, быть наставником, не знаю, для кого-то может быть спонсором, меценатом, путеводителем по жизни, потому что человек, который учит не просто зарабатывать деньги, распоряжаться деньгами, но и, знаете, как обрести стабильность. Опять же, это в целом ситуация, когда вы будете, еще раз говорю, обеспокоены ситуацией заработка, инвестиций, вложений, то есть как приумножить ваш доход, как приумножить ваше имущество. Тем более я здесь раскрываю колоду, на повестке дня девятка чаш. Для кого-то будет насущный вопрос, как найти дополнительный источник доходов или так распределить ресурсы, чтобы всем хватило на подарки и на желание или возможность кого-то порадовать. А еще король монет с девятка чаш – это для кого-то действительно новые отношения и новый союз. Мы с вами посмотрим на неожиданность данного месяца. Что здесь? Женщина, клевер и, как мы видим, аркан звезды. Прекрасные карты, которые говорят для вас и осуществлении мечты, и идей, и знаете, как мечты, которые исполняются во благо, исполняются легко. И более того, клевер звезд – это, знаете, получить сверх запланированного вами. В особенности это актуально будет для девушек и женщин. Для мужчин это ситуация, которая говорит, что в вашей жизни появится та девушка или женщина, неважно, не обязательно это личные отношения, это может быть друг, соратник, там, коллега, бизнес-партнер, которая вас замотивирует поверить в себя и как бы достигать новых возможностей, новых вершин. Тем более одной колоды у вас карта лилии, это как жить новой идеологией, это стремиться к большему. Поэтому прекрасные энергии, прекрасные арканы мы с вами так и закроем. А вы по прошествии периода напишите мне, пожалуйста, как для вас отозвалась или отыгралась данная информация, какие перемены произошли. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что вы со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.